Привет, друзья! Сегодня настоящее лето. В Фергану пришло. Реально как в Индии. Сегодня 19 марта. Я зачем-то одел жилетку, вот эту, думал, будет прохладно. И прям светит солнце такое. Классная погода, сухо, тепло. Расцвели деревья, вот эти белые цветы. Алишер сказал, что это цветет урюк. Вообще урюк — это сушеные абрикосы с косточками. Интересно, что сначала появляются цветы, а потом уже появляются листья. Вся Фергана в цветущих абрикосах. Вот здесь, на небольшой площади, в рыночном районе нашего массива, как оказалось, дом, где было раньше кафе «Ганга». Смотрите, здесь когда-то было кафе «Ганга». Вон остались следы от букв. Написано «Ганга кафе». Тут хотят заблокировать все китайские интернет-магазины. Ну, по крайней мере, вот Тему говорят, что с 20 числа, то есть уже с завтрашнего дня, типа заблокируют его. Ну, посмотрим, может договорятся. Такой был классный магазин, супер вообще. Подарки раздавали тут. Например, покупаешь, скажем, там на 300 или 400 тысяч, когда как. И тебе еще 2 товара в подарок, любых выбираешь. Там. Иногда довольно дорогие товары. Я что-то заказывал, последние посылки должны мне прийти с Тему. Там, рубашку какую-то заказал с капюшоном, потом набор штанов, нижнее белье, ну и так далее, вот в таком роде. Да, что-то для кошки заказывал. И быстро приходит, иногда за 10 дней приходило с Тему. Если заблокировать здесь, жалко. Местные маркетплейсы, типа, ой, мы тебя деньги теряем. Тему забирают у нас клиентов, а все покупают на Тему. А на самом деле продавцы на этих маркетплейсах тоже перепродавали то, что они покупали на Тему. Таким мелким оптом закупали на Тему и продавали здесь на Узум. Во-первых, будет меньше товаров и на том же Узум, и будут цены выше, естественно. Они и так там не маленькие. На Узум, на своих вот родных маркетплейсах по сравнению с китайскими интернет-магазинами. Ну, еще остается Алиэкспресс. Ну, на Алиэкспрессе в основном дороже. Дороже было, чем на Тему. Естественно, никаких подарков на Алиэкспресс никто не дарит. Пришел на почту, а мне говорят, тебе нету ничего. А я говорю, так мне же звонили сегодня, вы звонили. Она говорит, нет, я не звонила. Оказывается, это с Тему позвонили. Это там заказ на Тему, но обычно Тему они присылают смс, что надо прийти забрать заказ в пункт выдачи. А здесь позвонили. Я думал, это с почты, потому что с почты обычно звонит эта девушка, которая на почте работает. И вот сейчас я иду в Тему, а на почту еще не пришло с Алиэкспресс. Пришел заказик с Тему там, с рубашками. Я сейчас иду в Тему. Можно было проехать на автобусе, но можно пройти. Здесь, наверное, около километра отсюда. Вернее, наверное, даже 1,5 километра, я думаю. Вот так пройти надо. Какой райончик здесь классный. Вообще супер, как в деревне. Вон петух, слышите? Петух. Скоро будет жарко здесь, как в Индии летом. Но правда, здесь такая жара недолго. Ну, не несколько месяцев, как во Вриндаване. Здесь месяц жара. Тоже может быть 50 без ветра. А вообще я, конечно, понял, что я люблю зиму. Вот люблю, когда холодно, люблю одеваться. Люблю спать, когда холодно. Под одеялом нос высунул. И хорошо тебе. Кайфуешь, спишь. Даже вентилятора нету такого нормального. Надо купить вентилятор. Мы сюда приехали, когда был август, уже жара закончилась. Ну, было так. Жарковато, но нормально. Терпимо. Здесь вот чуть дальше есть историческое место. Знаменитый колодец. В основном по этой улице я всегда ездил на автобусе. Пешком редко сюда хожу. Здесь открыли пункт выдачи Тему, поэтому мы с Алишером стали сюда чаще заглядывать. Ходить пешком по этой улице. Вот здесь интересно. Видите, вот эти дома. Такое двухэтажная Фергана такая здесь.
одно-двухэтажные дома. Вот такие классные на самом деле домики. И вот эти дома, видите, между ними нет никаких промежутков. Вот улица, прямая длинная улица до самого центра. Несколько километров. Километра 4, наверное. Вот так улица идет, эта дорога. И между домами промежутков нет. Знаете, как в фильмах, там убегает кто-то от кого-то. И здесь, если убегать от кого-то, то вам спрятаться некуда будет. Между домов вы никак не проберетесь никуда, никаких переулков нет. То есть все дома, вот эти, одна непрерывная стена. Стена из домов. Вот так вот. И с этой стороны, и с той стороны тоже. Непрерывная стена из домов без переулков, без промежутков. Ну, наверное, есть где-то переулки через квартал вот так, где можно свернуть в переулок. Но там такой же переулок. Просто вы свернете на другую дорогу, а дворами никак вы не сможете там убегать, например, от кого-то. Никаких дворов нет. Все дворы закрыты. Все частные дворы. Здесь ходит 4 и 7. Вот поехала 7, а вон в обратную сторону сюда едет 4. 4 едет до зоопарка. Она не заворачивает туда к нам. На подкову нашу. Мне жарко на самом деле в этой куртке, в жилеточке. Вечером будет хорошо в этой жилетке. Потому что вечером еще прохладно. Вот, видите, вот есть переулок, куда можно свернуть. Но он тоже такой, слева-справа дома непрерывной стеной идут. Тоже. Вот он, этот исторический колодец, друзья. Видите какой? Он рабочий. Можно водичку добывать. А прикол в том, что раньше этот колодец находился внутри дома. Вот такая была дорога, вот узкая. Потом просто обрезали, как в Индии, на мейн-базаре. Взяли, обрезали дома и расширили дорогу. И колодец стал снаружи дома, вместо того, чтобы быть во дворе. Ну, двор сократился вот на такое расстояние у людей. Как-то я приехал в Индию с самолета, беру такси, приезжаю на мейн-базар, и я не узнал эту улицу, мейн-базар. А как раз за то время, пока меня не было в Индии, правительство расширило тоже вот так вот улицы. Обрезало все магазины, лавочки эти на мейн-базаре и расширило саму улицу. Метра на 3 там, с обоих сторон. Я не узнал мейн-базар, думаю, это что? Меня на другую улицу привезли, что ли, не на ту? А оказалось, просто расширили, все изменилось. Да. В нулевых это было где-то. Не помню точно в каком году. Здесь много вот таких автомобильных магазинов. Шиномонтаж. Вот, шиномонтаж, видите. Ну, потому что много машин ездят по этой дороге. И для автомобилистов много магазинов. Вот он, магазин для автомобилистов. Всякие штуки автомобильные. Как в Америке, где-то в провинциальном городе. Там двухэтажная Америка. Вот, смотрите, какой домик. С таким балкончиком. С воротами. Здесь бетономешалочка. Это хозяйственный магазин. Есть. Здесь. Так, где-то должен быть уже пункт выдачи этот Тему. Вон по той стороне надо переходить. А, вон переход есть пешеходный. Да. Пойду по пешеходному переходу, как положено. Вот еще автомобильные товары тут. Улица для автомобилистов. Светофор выключился уже? Или он только включился? Здесь очень быстро переключается светофор. По сравнению с Индией, там надо ждать, ждешь, пока зеленый загорится. А здесь быстро включается и быстро выключается. Почти пришел. Вон там, с той стороны улицы, там Озон, пункт выдачи Озон. А по моей стороне, вот здесь выдача Fly Express, то есть Тему. Вот эти деревья, как в Индии. Скоро они зацветут, эти деревья. Последний раз я здесь с Алишером был, он что-то получал
пойдем, говорит, со мной. Сходим, прогуляемся. Ну, я говорю, ладно, пошли. Прогулялись, он получил здесь посылочку. Стоим, постоянно заказывает. Ну, в общем, все заказывают сейчас. Стоим, все. Очень дешево. Подарки дают. Деньги возвращают просто вот по одному клику мышкой. Что-то не понравилось, пишешь, мне не понравилось. Или там у меня плеер пришел, вместо 64 гигабайт, как написано, было 32. Так мне вообще без разговоров сразу треть стоимости вернули. На кнопочку нажал, вернуть там деньги и все. 90 тысяч сумм мне вернули. Вот. Так, друзья, вот я пришел домой. Уже вечер, кстати. Давайте вытряхнемся. Такая гора покупок, среди которых есть подарки бесплатные. Я купил штатив, я его заказал. Думал, что он будет меньше по размеру. На самом деле, очень крутой штатив для видеосъемки, для фотосъемки. У меня есть маленький штатив, который на последнем издыхании, вот на нем как раз стоит камера, сейчас снимает. Хлипкий очень. Когда-то я его покупал на Amazon в Индии. Ножки у него расшатались уже, но он маленький, легкий. Я его вожу с собой в багаже. И почему-то, когда я заказывал, мне показалось, что он тоже маленький, а он огромный, оказывается. На самом деле, это штатив должен быть большой и крепкий. Очень классный, но он большой и тяжелый. Я даже не представляю, если куда-то ехать, как его с собой вести. Я думал, он будет в 2 раза меньше. На Тему он стоил примерно $15, друзья. Такой штатив во Владивостоке, наверное, стоил бы 6-7 рублей. Крепление для телефона отдельно. Давайте посмотрим. Я не знаю, может быть, я этот штатив продам, потому что он очень большой. Сам штатив. Здесь, видите, поворотные ножки у него. Резиновые. Здесь цанговый зажим. Можно отпустить вот так его и регулировать угол расхождения ножек. Все четко работает, все плавно. Кнопка позволяет поднимать вот так вот эту штуку. Либо зафиксировать. Если на кнопку не нажать, то вы не сможете поднять. То есть есть фиксация. Рубашка вот как раз сейчас ходить. Да, давайте померим. Посмотрим на эту рубашку. Рубашка с капюшоном. Но мне кажется, она уже опоздала. Потому что на улице уже реально жарко было сегодня. И в такой рубашке будет жарковато. По-моему, очень даже классно. Размер как раз мой. Вообще она очень легкая. И как раз вот завтра будет праздник здесь большой. В центре будет празднование. Я буду в этой рубашке. Это труселя на лето. Тонкие, шелковые. Вот такие. Сколько их здесь? Раз, два, 3, 4, 5. 5 штук. 5 штук. Не помню, сколько стоит. Где-то 50 тысяч. 50 тысяч это где-то, наверное, $3,5. Вот это самая прикольная штука. Это подарок. Я ничего за нее не заплатил. То есть вы берете 2 подарка, выбираете. Списка, огромный список. Выбираешь 2 товара бесплатно. И потом, чтобы получить их бесплатно, тебе надо заказать на определенную сумму. Там 300 тысяч, иногда 250 тысяч сумм. Надо заказать, вот, грубо говоря, там на $15 просто еще каких-то товаров. Тогда тебе 2 товара приходят бесплатно. Я вот заказал вот такую цифровую лупу. На самом деле она стоит где-то 230 тысяч. То есть она стоит почти $20. И она мне пришла совершенно бесплатно. Можно разглядывать какие-то мелкие вещи, монетки. Это режим ультрафиолетовой подсветки для проверки купюр. Если у вас много долларов, можете посмотреть, не фальшивые ли они. Какие-то мелкие вещи, разглядывать микросхемы, транзисторы, маркировочку посмотреть. Очень классно. Видно лучше, чем через стеклянную лупу. Во-первых, она увеличивает лучше, чем стеклянная лупа. И в стеклянную лупу почему-то нужно смотреть вот одним глазом. У меня есть вот такая большая стеклянная лупа, но мне неудобно ей пользоваться. А это очень удобно. Вы смотрите, собственно, как на экран телефона. Причем здесь дисплей хорошего качества.
Но это, наверное, единственный магазин, который делает из покупки игру. Да, и очень сильно мотивирует вас на такие импульсивные, внезапные покупки. Это еще, а тебе давай, добавь еще, там получишь скидку. Ты добавляешь еще, потом раз купил, блин. А потом думаешь, блин, а надо оно мне было вообще? Набрал какого-то хлама, который не пригодится. Это на ножке стола специальная игрушка для кошек. Купил на Узум. Это шарик из спрессованной травы, кошачья мята. Для кошки, говорят, это даже лучше, чем валерьянка. Вот специально продают такую штуку, приклеиваешь, и для кошки наслаждение. Говорят, что очень хорошо снимает у кошек стресс. Стоит дешево, наверное, 1015 сумм. Несколько месяцев назад я купил ее здесь на маркетплейсе, и вот она до сих пор играет с ней. Все, устала.